За товар торгуются, а за смысла нет. Парфюм, костюм. Тушенка есть? Тушенка есть. 2-литровую банку я покупаю каждые 2 недели. А ты трусами торгуешь. А мы не будем и не хотим конкурировать с Амазоном. Мне кажется, все, тоталитаризм и сектантство, все просто. На сегодняшний день не нужно быть первым. Важно... Иметь много денег. Все, мы для всех. Мы для всех, мы идем в массу. Всем привет, это подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, технологии, стартапы и все, что связано вокруг этого. Привет, Ром. Привет, дорогой. Я предлагаю сразу начинать. Да, давай, мы сегодня врываемся, давно нас не было, и мы будем сегодня говорить про e-commerce вообще в целом, когда идет бум маркетплейсов, казалось бы, уже в эту нишу не влезть, как вообще делать стартапы в этой нише, как привлекать деньги, когда столько конкурентов, и как бороться с гигантами. Сегодня у нас в гостях Анастасия Ким. Анастасия Ким, сооснователь маркетплейса Уи. Мы договорились, так сказать, так Уи. Он так называется, Уи. По сути, это как мы. Да. И звук радости. Маркетплейс работает в Арабских Эмиратах, и в целом мы сегодня будем узнавать, как вообще они начали, как они вышли, и вообще, что сейчас происходит с e-commerce, и как вообще у вас получилось что-то сделать. Настя, привет. Да, привет, ребят. Всем привет. На самом деле путь у нас был очень интересный, тернистый, но то, к чему мы сейчас пришли, это то, во что движется и e-commerce, и тренды в целом там на рынке имены и мировых. Ну, и сегодня об этом поговорим. Да, я хотел сказать, мы на самом деле Анастасию Ким увидели 2 года назад, когда Ром с тобой были в Дубае, в DFC, там было мероприятие про стартапы, он питчилась. Да, рассказывал. Да, уже много стартапов было. Много, да. И, кстати, Анастасия там прям сразу было заметно, что, что-то серьезно, да? Что-то уже рабочее, что-то уже крутое. По сравнению с... Мне кажется, просто у Насти подача такая была. У нас вот уже вот так вот есть, мы вот столько уже зарабатываем, у нас вот такие результаты, вот столько денег нам надо, и ты как бы... Там много твердых фактов было. Та структура, типа мы даже подходили сразу такие, там чуть ли... Я помню, как... Заберите мои деньги! Да, и я помню, как такое тоже было. Как нам тоже подходили. О, вы живые, вы настоящие, вы в подкаст ведете, мы вас знаем. Собственно, тогда мы первый раз увидели. Я еще тогда долго думал, что надо бы, наверное, позвать. И прошло 2 года, и вот мы наконец-таки здесь. Собрались, да. Слушай, давай тогда коротко о себе и о чем ты сейчас занимаешься. Что за стартап, как пришла вообще и откуда ты пришла? Потому что у тебя там опыт, когда мы с тобой встречались, у тебя опыт там запредельный. Да, меня зовут Настя Ким, я кореянка, мне 32 года. В e-commerce я уже, получается, 12 лет. E-commerce, логистика, технологии, вот все, как мы любим. До того, как пойти в собственное предпринимательство, у меня довольно-таки большой бэкграунд, там, начиная со стартапов, заканчивая корпоративным опытом в Яндексе. 7,5 лет я развивала разные сервисы и отвечала за продажи и развитие бизнесов. Сперва в Яндекс.Маркете отвечала за развитие бизнеса Яндекс.Доставка. Затем второй мой дракон появился, это Яндекс.Маркет Аналитика. На тот момент мы делали онлайн-аналитику для e-commerce, как раз и ритейла, которая доступна чуть ли там не через день, да, когда весь рынок получал ее через месяц. Да. Ну, Яндекс, данные, это все тоже так неразрывно. Вот. А затем, после того, как стрельнула пандемия, и в Яндекс.Такси таксистов решили переформатировать в курьеров и в доставщиков, увидели, что это супер растущий тренд, быстрая доставка за час, за полчаса, и стали там в этом направлении очень много направлять ресурсов. И мы приняли решение Яндекс.Доставку Яндекс.Маркета с доставкой от Яндекс.Такси объединить. Вот, собственно, за интеграцию этих 2 сервисов, а затем за доставку на следующий день я тоже отвечала. Напрашивается к тебе вопрос, e-com, он вообще жив? Потому что сейчас такое ощущение, что был бум e-кома, когда туда все пытались зайти во всех вообще вариациях. E-com там, не знаю, для кошечек, для собачек, для деточек, для взрослых, для девочек, для мальчиков и так далее. И кажется сейчас, что гиганты, как Яндекс, Сбер и так далее, у кого ресурсы не ограничены, можно сказать так, занимают эти ниши, и зайти уже с e-комом вот просто предпринимателю, стартаперу невозможно. Извини, да, про Россию говоришь, но еще Амазоны всякие, которые вообще все... Которые, да, вообще мир захватывают, и как бы из этого все вытекает вопрос. У тебя просто так ситуативно появилось, что ты увидела в Арабских Эмиратах вот лазейку зайти, потому что там как будто бы это пока мало, потому что вот в России я не представляю, как бы ты сейчас смогла зайти на рынок, и как вообще его здесь можно было бы масштабировать. В России это было бы самоубийством. Ты прав. То есть, в принципе, сейчас, если кто-то e-com смотрит, то нужно прям искать какие-то конкретные регионы,
куда заходить? Смотри, здесь есть две модели. Модель, когда ты как интернет-магазин или как селлер на там, Wildberries, Озон, Amazon, Яндекс, Сбер или еще куда-то хочешь зайти, это одна модель. Там, как если ты делаешь реально классный продукт, а еще если ты можешь его и правильно еще спозиционировать и создать его качественно, то ты его можешь хорошо продвигать. Да? Ну, то есть ниши там есть. Их просто нужно находить. И вот я знаю девушку с Wildberries, которая запускает там чуть ли не по 200 тестов ежемесячно. Они это делают вот так вот, да, как горячие пирожки раздают. Что это значит? Это значит, что они таким образом изучают спрос, они изучают своего клиента. То есть вход есть. Вопрос, так ли это просто, как раньше, уже не так просто. Конечно же, конкуренция на российском рынке поднимается, да, повышается. Более того, Wildberries сейчас еще и там в Китай стали смотреть, да, и там в другие рынки. Плюс трансграничная торговля в России, ну, из-за того, что санкции, вот это вот все произошло, начало процветать. Да? Например, запрещеночку сейчас можно купить и на там, российских маркетплейсах, да даже на том же самом Авито. Авито, напомню вам, открыл вообще модель БУ товаров, которые есть категории премиум и люкс. В ЦУМе чуть ли не целый этаж, да, но очень большое отделение посвящено именно продаже люксовых, не знаю, гусей и так далее, которые ты можешь купить в бывшем употреблении. Причем маржа там 100%, учитывая то, что вот ты купил себе там рюкзак Луи Виттон, ты понял, что, ну, окей, пару раз ты его поносил, например, не хочешь. Сдаешь, и окей, ты можешь его продать чуть ли не по полной стоимости, учитывая то, что сейчас доступа на российском рынке к этому нет. Но мы работаем не на этом рынке, да, ты правильно заметил, что вход на этот рынок не как селлеру, а вот по второй модели, когда ты создаешь свой маркетплейс, ну, она закрыта. Потому что, ну, работая в Яндексе, я помню, как там 3-й квартал по открытой отчетности мы вливали просто, ну, баснословные деньги в рынок, потому что, ну, как говорят на российском рынке, есть Wildberries и все остальные. Да, но вот сейчас, буквально сегодня ехала на наш подкаст и читала аналитику Data Insight, ну, на 3-м месте сейчас, ну, вот они присвоили там Яндекс как Wildberries, затем идет Озон, затем Яндекс. Но быстро растущий еще врывается туда Сбер. Вот. Рынок, он поделен, он перенасыщен с точки зрения того, что тут не нужно запускать свой маркетплейс. Ну да. При этом кардинально другая ситуация в Межнаре. Да? Вот мы, например, перед тем, как выбрать заход в Арабские Эмираты, мы анализировали 7 стран. Да, в итоге там в лидеры вышли 4. Это Англия, Канада, Германия и, ну, Мена, начиная с Эмиратов. Да? В данном случае мы поняли следующее. Ну, 3 мы сразу отсекли в виде Южной Кореи, Китая и Индии, хотя это рынки огромные, глобальные. Ну, да, но мне туда кажется, заходить... конкуренции так же, как вот в России. Конечно. Ну, там уже... Хрен с ним с конкуренцией. Там есть определенная поддержка этническая. То есть если ты не являешься этническим, например, там, корейцем или китайцем, или, ну, с Индией, наверное, там посложнее с этим, да, тут не могу сказать. Да. С кастами, все верно. То, ну, вряд ли... Там есть стеклянный потолок, причем очень такой плотный и жесткий. А может, он даже не стеклянный, а вполне себе видимый. Бетонный. И ты там сидишь. Вот, поэтому эти страны мы сразу отсекли, и вот эти вот 4 стали прям хорошо анализировать. В Германии мы даже тесты запускали, и это вот хорошая, ну, модель, когда ты делаешь не просто как эгегей, погнали, а ты, ну, изучаешь своего клиента. Ты смотришь, там есть спрос, нет спроса. И вот хорошо 2 страны себе показали. И в итоге мы приняли решение идти именно с Эмиратов, потому что Эмираты, они себя позиционируют как нейтральные воды. Да? Вот все, что на политическом уровне происходит, они говорят, все welcome к нам, мы забираем лучшие умы, мы выдаем вам золотые визы, да, мы привлекаем предпринимателей, и мы привлекаем деньги в страну. Они действительно молодцы. Да? И вот в этом плане мы увидели очень большую перспективу, потому что, смотрите, рынок маленький, он реально маленький. Угу. Почему многие большие игроки сюда как либо не идут, либо приходят, но там уже вот только с происшествием времени. Потому что там сколько, 10 миллионов человек, ну, тут, грубо говоря, проживает в Эмиратах. Саудия 35, кажется, миллионов человек, ну, там в 3,5 раза больше, да. При этом объем денег в Эмиратах составляет сейчас, наверное, порядка 13 миллиардов долларов. Это GMV по e-commerce сектору, именно электронной коммерции. Саудовская Аравия, хоть они в 3,5 раза больше по населению, с точки зрения e-commerce меньше на миллиард. Понимаете?
Но рынок очень быстро растущий. Туда сейчас заходят крупные холдинги, открываются различные субсидиационные программы, да, и, соответственно, рынок будет развиваться еще быстрее. Не говоря уже там о странах небольших, которые также в мен включаются, да, например, тот же самый Катар, да, в котором чемпионат мира проводился. Они прям очень хорошо развивают туристический сектор, они привлекают тоже предпринимателей, выдают гранты, да, в свои направления. Оман, Бахрейн — это тоже такие страны, на которые, ну, тоже можно обращать внимание. Но мы для себя выбрали какую стратегию. Вот сейчас, ну, вот у нас, например, в Яндексе, когда мы запускали Беру, после сделки со Сбербанком, мы понимали, что кормить первое время всю эту махину будет в первую очередь Яндекс.Маркет классический в модели Price Comparison, да, CPC. Вы все помните, да, ту историю, когда ты мог прийти, посмотреть себе телефончик на Яндекс.Маркете, сравнить цены, отзывы на магазин, а потом перейти на сайт к магазину, к селлеру. Вот это называется CPC-модель. Долгое время она, ну, собственно, бизнес и кормила. Затем решили делать Marketplace. Marketplace – тяжелая модель, да, тем более там в Яндексе мы открывали там склады десятитысячники, большая часть товаров на старте была 1P, там, где нужно было их выкупать, собственно. Но на этих ошибках мы научились. И идя в Арабские Эмираты, мы сделали для себя несколько прям ключевых и в жизни таких определяющих выводов, да, которые позволили нам уже вот, получается, 3-й год идти уверенно к нашим целям и строить то, что мы строим. Первое, мы не стали делать ставку на тяжелую капиталоемкую модель построения складов, закупки большого количества товаров. Потому что даже если вы посмотрите, как считается капитализация e-commerce направлений, когда у тебя 1P, у тебя мультипликатор там, самый маленький, на самом деле, да, с точки зрения стоимости оценки компании. Когда ты идешь в 3P и в быстрое масштабирование через интеграции партнеров, 3P – это, по сути, модель, когда ты не владеешь товаром, а ты подключаешь множество партнеров, продавцов, дистрибьюторов, бренды, аутлеты. А 1P, да, ты открываешь свои склады, ты сам покупаешь это. Это партнерская история. Но склад твой уже есть? Склад есть, но склад тут опционален. Есть модель fulfillment by UV, да, там, где вот все хранится у нас на складе, да, но товаром владеет сам продавец, да, то есть мы не вкладываемся здесь в сток. Вторая модель – это fulfillment by seller, это там, где продавец у себя товар и хранит, и сам, например, хочет доставлять, потому что у него там персональные курьеры приезжают. Третья модель, она гибридная, там, где мы просто можем, окей, продавец держит сток у себя на складе, либо просто в торговом центре, да, если это представитель фэшн, да, или там бьюти направления. А наш курьер приезжает, забирает и доставляет такой заказ. Ну, я думаю, чтобы всем было попроще понять, о чем я говорю, стоит сказать про там, целиком структуру, да, как сейчас это выглядит. У нас есть 2 направления. Первое направление – это направление B2C маркетплейса. Ну, вот ты примеры привел, там, Озон, Amazon, Wildberries, да, они ориентированы на физика, на конечного пользователя. При этом у них у всех есть такие же модели, да, что-то они хранят у себя, что-то они берут от партнеров, да, что-то идут гибридом. Вот. Соответственно, мы, учев те уроки, которые нас постигли на российском рынке, мы приняли решение, что мы не будем делать ставку на 1P. То есть на старте просто мы проанализировали, какие товары лучше всего продаются в Арабских Эмиратах, и ты правильно сказал, что мы начинали с бьюти плюс сегмента. Но очень хорошо девушки покупают. Да? Это факт. Шампунь, косметику, крема, Сережа знает. Да? И все мужики сейчас у экрана такие. Такие, блин. Это факт. Они хорошо покупают, это факт. Еще лучше женщины покупают одежду. Это факт. Туда же. В принципе, косметика, одежда, а дальше по нарастающей украшения, путешествия, машины и дома. В принципе... В маркетплейсах машины и дома тоже начали продаваться. На Амазоне, например, можно заказать складной дом, который тебе привезут что там, $100 000, и он твой. Ты его просто вот таким образом складываешь. На Алиэкспресс тоже есть уже и капсульные. Да. Вот, возвращаемся к моделям. Да, и мы запустились в модель на старте 1P, но как туда мы завезли товар-локомотивы, бестселлеры, то, что хорошо выкупается. Да, мы проанализировали рынок, но аналитика у нас такая довольно-таки серьезная. И внутренняя, и внешняя, как без этого никуда. Вторая часть, мы начали активно идти в партнерство и в подключение продавцов, крупных дистрибьюторов и SMB, Small Medium Business. В какой-то момент мы поняли, что
помимо прямого подключения нарастает спрос с того же самого российского рынка, с рынка СНГ, когда продавцы захотели там, выходить на рынок Эмиратов. И здесь мы поняли следующее. Вопрос фокусировки, он всегда важен. Ты не можешь усидеть на 2 стульях одновременно. И ты выбираешь, ты как работаешь там, с крупными партнерами или с SMB направлением. Мы для себя определили следующее, что если это аудитория, которая находится внутри Эмиратов, мы им предоставляем услуги внутри вот этих 3 моделей, о которых я рассказала. Если это аудитория, которая приходит из СНГ, нам проще найти технологических партнеров, какие у нас были, например, в Яндексе, да, которые смогут просто какой-то цикл сделки забрать на себя. Например, заведение юрлица, сертификация, да, где-то даже предоставление там, складского помещения под небольшие полки. И тут Леня да? подключается, да? И тут, да, с Леней мы договорились, получается, в прошлом году о том, что мы пошли вот в такое партнерство. Что это значит? Это значит, что продавцы, которые есть там в Ялла-хабе, они могут спокойно, быстро и легко перейти к нам на Marketplace, потому что они делают такой агрегатор маркетплейсов. А так как мы быстрые, четкие, гибкие, здесь мы быстро договорились, да, потому что это такой вин-вин. При этом это про стратегию тоже, потому что многие нам говорили, Ялла, это же ваши конкуренты. Мне кажется, до сих пор, да, такое ходит в молве. Но я думаю, что это одна из сильнейших сторон любого предпринимателя, когда ты вместо конкуренции видишь созидание и усиление взаимное. Так и получилось, да. Так, например, мы с Ялой вывели сюда Вкусвилл, да, в Эмираты. И это было очень классно. Там, публикация о нашем партнерстве разлетелась там 10 плюс миллионов. Да, я помню этот момент. Да. По-моему, как раз это был момент, вот мы с Леней записывали подкаст, он рассказывал. Да. Слушай, здесь, знаешь, вот ты так все так красиво, вкусно рассказываешь. У вас нет страха, что, вот как ты сейчас сама говорила, крупные компании, по сути, просто берут рынок, даже ты про Сбер рассказывал, просто могут туда денег залить, что они, там, не знаю, Озон, ВБ или Амазон зайдут просто в Эмираты, и они могут съесть просто за счет того, что у них ресурсы могут просто закачивать деньгами, и там, наверное, суммы будут совсем там не 10 миллионов долларов, а другие. Страх, конечно, есть, как быть уверенным в том, что все будет вот по идеальному сценарию, это как... Это неправильно. Тебе всегда нужно взвешивать риски и возможности, которые тебя окружают, потому что мы поняли для себя следующее. А мы не будем и не хотим конкурировать с Амазоном, с Нуном, которые играют на этих рынках. Я объясню вам почему. Потому что по какой модели идут ребята? Они идут по формату широты ассортимента. Сейчас на их платформах представлено суммарно порядка 30 тысяч продавцов на рынке Эмиратов и Саудовской Аравии. В Яндекс.Маркете было 25 тысяч продавцов. Да. Сейчас за 30-ку, скорее всего, уже перепрыгнули. В Валберес там 150 тысяч, что ли, созданных вот этих вот селлерских аккаунтов и так далее. Мы с вами уже говорили про это про конкуренцию. Это про то, что тебе, как селлеру, невыгодно торговать на такой платформе. Почему? Потому что либо ты идешь в жесткий демпинг, да, либо ты прям вот как-то очень сильно выделяешься. Да. А для жесткого демпинга тебе нужны большие объемы, все верно. Поэтому, для таких продавцов бизнес перестает быть бизнесом. Да, а на маркетплейс зачем выходит? Чтобы все-таки деньги зарабатывать и наращивать объемы. Вот. Поэтому мы приняли для себя решение не конкурировать с ними, а мы приняли решение найти свою нишу. Что это значит? Вот смотрите, здесь есть Amazon, крупные игроки, которые идут в широту ассортимента, но из-за широты ассортимента они теряют гибкость, они теряют вот эту хватку и чувствительность, и они говорят, все, мы для всех, мы идем в массу. И туда часто приходят как раз-таки для того, чтобы там купить технику, либо какие-нибудь дешевые товары и так далее, и так далее. Есть другая сегментация. На старте мы начали с бьюти, и в бьюти играют на рынке такие игроки, как, например, Watsons, да, или Bloomingdale's, или Sephora, если мы говорим про рынок Эмиратов. И да, они нишевые, они продают парфюмерию, косметику, вот что-то такое. Кто-то начал тестировать Dyson продавать, потому что Dyson. Вот. А мы поняли, что вот эта, ниша не занята посередине, понимаете? Что мы сделали? Мы зашли на рынок с УТП, которого не было ни у кого и нет до сих пор.
ну, как ни странно. Мы пошли в широту ассортимента и сказали, окей, мы идем в 15 категорий, не в нишу какую-то, да, а в нишевые категории, которые требуют спроса и там, в том числе частоты покупок и скорости покупок, и закрываем ее с самой быстрой доставкой, нон-фуда. В гроссере мы вообще на старте не лезли, продукты делали все, кому не лень. Да? Ну, вот Леня знает эту боль, и ну, они, к сожалению, это тоже прошли. При этом ребята молодцы, они стали первопроходцами. Но на сегодняшний день не нужно быть первым. Важно... Иметь много денег. Никому не говори, что ты первый. Тот же самый Карим. У него была уже и аудитория, ему достаточно было легко просто внедрить быструю доставку. Они увидели у Лени, насколько я знаю, да, эту быструю доставку? Они быстро внедрили это, все верно. Условно. Потому что у них продукт был готовый с продуктами. Они начали как райдтех, они начали с такси, но затем они стали добавлять логичные вещи. Типа, например, гроссери — это продукты, которые нужны были всем в ковид. Да, и быструю доставку, да, они внедрили. Затем это сделали учитывая то, что это вот как не важно быть первым, важно, чтобы было много денег, не только. В Нун влили $2 миллиарда, ребят. Не пошло. 2 ярда. Да нет, да пошло. Ну, просто они как-то как определенным образом прожигают деньги. Да? У них было очень много дыр. Мы уже на старте очень много анализировали весь рынок, там, конкурентную среду и так далее. Были дыры, где деньги вот так вот просто сливались. Я общаюсь с бывшими топ-менеджерами Нуна, и я знаю всю подноготную. И здесь важно, когда у тебя есть средства, которыми ты готов правильно распорядиться, тогда это уйдет не в топку, тогда это уйдет именно в, ну, такой умный рост, да, можно сказать так. И вот мы нашли вот эту вот нишу посередине, где мы сказали, окей, мы зайдем с быстрой доставкой там, широкого ассортимента. Вот сейчас у нас на платформе больше 80 тысяч уникальных SKU в 15 категориях, начиная от электроники. То есть ты имеешь в виду, что их ни у кого больше нет, кроме как у вас? Нет, именно у нас уникальных. Разные. Они могут быть еще на других платформах, да, но там ты их получишь через 1-3 дня. Понимаешь? Мне просто вот кажется, что, знаешь, эта история со скоростью, ну, поправь меня, то есть по факту то, что ты сейчас рассказываешь, это тоже маркетплейс, у которого сейчас конкурентное преимущество, это скорость, по сути. Уже нет. Это было конкурентное преимущество на старте, то, с чего мы начали. Сейчас оно сильно шире, потому что после того, как мы пошли в скорость, мы стали еще делать оптимизацию логистики и поняли, что не всем клиентам нужно вот так вот в моменте. Вот сидите вы на подкасте, да, перед этим заказали подарок любимым, да, и хотите, чтобы, когда вы домой приедете там, с 8 до 9 вечера, например, чтобы этот подарок привезли. Вот мы нащупали эту фишку, что людям важна предсказуемость, особенно в Эмиратах, там, где предсказуемости нет. Там, где ты ждешь доставку документов, а тебе везут ее целый день, понимаете? День, это еще хорошо. Вы знаете, вы сталкивались с этим. Все сталкивались. Да. И здесь мы пошли во вторую штуку, которая называется предсказуемая доставка в часовые и двухчасовые слоты. Что это дало? Это дало возможность клиентам управлять своим временем, а нам это дало возможность экономить на доставке. Почему? Потому что ты в каблучок закидываешь 10 заказов, которые по Марине развозят, да, и это одна ходка, нежели чем это вот эти вот гиперлокальные истории, когда у тебя там курьер развозит на байках, на машинах или даже пешком. Вот. Поэтому это плюс такой очень большой, но это не все. Аудитория сама нас выбрала, потому что мы приняли решение заходить с Beauty Plus. Так получилось, что сейчас на Amazon и Noon приходится больше 80% мужской аудитории, ну, которые приходят либо за там, просто выгодным предложением, либо по привычке, да, и так далее, и так далее. Женщины не любят пользоваться Амазоном и Нуном. А почему, кстати? Ну, CGM видели? Я вот... Амазон дичь, конечно, вообще жесткая. Вот, ну, как они могут себе, наверное, такое позволить, но когда я впервые попыталась заказать заказ на Амазоне из Эмиратов, дело было так. Лежу я уже в постели, такая думаю, ага, закажу там свечу хвойную с пихтой. Такая уже прихожу к оформлению заказа, собираюсь оплачивать, а у них нет Apple Pay. И мне говорят, вставай с постели, иди за карточкой, вводи свои данные. Я такая думаю, как? Вы же Amazon. Вот именно, иди. Да. Хочешь такую свечу? И вот здесь эта история про, ну, просто какой либо неудобный CGM, либо в Нуне он, ну, захламленный. Если вы зайдете туда, там все пестрит. Просто вот там вот такая елка, ярмарка, распродажа. Девушкам сложно в этом. Мы любим глазами, мы любим, когда красиво, когда это эстетично. И вот сейчас мы проводим каждый месяц каздевы и ресерчи с нашими покупателями, они отмечают, что у вас самый удобный CGM. Нам нравится, что
что у вас там чисто не захламлено. И мы делаем это, действительно там душевно, да, и вот эти вот подходы, они тоже помогают. В общем, третья штука, когда клиенты нас сами выбрали, сейчас 70% нашей аудитории – женщины. А как мы помним, женщины – это лучшие в покупках. Это лучшие транжиры. Поэтому, да, следом мы пошли в те такие фишки, которые помогают покупателям сделать их опыт еще более удобным. Да? Apple Pay, например. Apple Pay, например, да, он у нас появился довольно-таки быстро, да, Apple Pay, Google Pay. А затем мы сказали, что окей. Я тебе объясню для российской аудитории. Такая классная штука, ты можешь просто с телефона оплатить. У нас когда-то тоже она была. И не надо говорить, буду оплачивать с QR-кода. Да, и получается, что мы добавляем такие сервисы, которые помогают нашим покупателям и покупательницам, да, там, быстро, легко и доступно оформить заказ, просто в пару кликов. Вот. А дополнительно мы поняли следующее. Девушкам, например, недостаточно просто посмотреть, как выглядит платье на картинках. Даже недостаточно просто видео. И вот сейчас, в конце апреля, мы завершаем интеграцию лайв-стриминговой платформы, которая позволит просто дизайнерам или прям продавцам из магазинов там, одежды или салонов красоты и так далее делать прям демонстрацию, как там, ты наносишь макияж, и потом показываешь, как этот хайлайтер, помада или еще что-то выглядит. Показываешь новую коллекцию одежды, либо для парней наших дорогих это распаковки новых гаджетов, например. Да. Сейчас еще очень крутая для бизнеса вещей штука. Грузишь фотку свою просто в полный рост, и потом просто свайпаешь, она подстраивает на тебя ту одежду, которая есть у магазина. То есть просто как бы вот под тебя подгоняет, и ты прям смотришь, как она на тебе выглядит. За этим определенное будущее. Мы уже сейчас начали наращивать команду нейросети, потому что мы понимаем, что будущее за тем, что появится умный советник, да, который будет основан на нейронке, который тебе будет помогать там, выбирать подарок или помогать подбирать стиль, подходящий под тебя. Да, это история, которая, она придет очень скоро. Причем технологии, я думаю, что их еще сдерживают на самом деле, да, а так-то у вас же вообще не за горами. Мы, правда, еще до этого не дошли, но у вас вообще будет прикольное сочетание. У вас же есть маскот теперь. И вот соединить с вашим маскотом это все. Да, Немножко вперед забежал, наверное, но, они сделали такой прикольный персонаж. Расскажи, блин, Давай. Все сервисы безличные. И в прошлом году у нас команда очень такая творческая, креативная. Предложили идею, ребята, а я прям вот увидела в этом будущее. Они говорят, давайте мы сделаем своих персонажей. И мы стали прям думать, а вот кто является отражением нашей там, компании, наших принципов, нашего даже УТП. Да? Мы же про скорость и предсказуемость, а еще мы про эффективность. И здесь появился маскот, это персонаж гепард, как самое быстрое животное, причем эффективное. Вы же видели, да, как гепард охотится? Он в мобилизации, он постигает цель, дальше чилит и переваривает, наслаждается жизнью. Здесь также мы выбрали как раз семью гепардов. Мне почему-то первая ассоциация Читас, помнишь, раньше был, который... Там что-то очень... Покажи, кстати, у тебя же есть? Ой, да, конечно. Я просто видел, ты посмотришь. А вторая ассоциация была, это скрепка-помощник, помнишь, в Word? Да. Привет, есть вопросы? Вот так выглядит мама гепард. И образ не просто так. Наши покупатели увидели в ней Дайнерис. Это вот такая мама. Мама дракон. Мама гепардонов. А вот так, например, один из вариантов дочки. А я дочку не видел. Такой не видел. А ее прислали вчера. И что они делают? Будет семья вот этих товарищей. Я так понимаю, будет мужчина, женщина и ребенок, Папа как гепард. 3 целевых аудитории, да? То есть мужик, он вот с мужиками взаимодействует. 7. Их будет 7. Ну, я на понятном, вот на примере семьи, да? То есть мужчина, женщина взрослая, ребенок, это вот как раз как помощники, которые, если вот, я на платформе нахожусь, ко мне вот этот гепард-мужик приходит такой, здорово, Ром. Че сегодня хочешь? Найти себе парфюм, костюм, футболочку подобрать, что помочь? Я ему такой что-то, какой-то фидбэк даю. Именно он такой, вот подборочка конкретно для тебя. Именно так, да. И в это направление стали двигаться ряд компаний, например, те, кто фишку просекли. Если вы проедете по Шейх-Заид-Роуду, вы увидите огромнейший 100-метровый баннер Луи Виттона, где они тоже вывели своих персонажей.
У них это вот такие вот там разноцветные цветы с глазками, с ручками. Но это не просто так. Смотрите, в период сегодняшнего дня, когда настолько огромное количество отвлекающих внимание факторов, настолько огромная конкурентная среда, да, где все борются за твое внимание. И внимание ты можешь как завоевать тем, что ты действительно особенный, и ты выделяешься. В этом случае это не просто какая-то маркетинговая фишка. Это то отражение, в которое прям влюбилась вся команда. И мы понимаем, что оно точно сработает, потому что оно не искусственно созданное, оно естественно появившееся. Можно я тебе закину? Я с одним стартапом мозгоштурмил, но они это не делают. Идея, знаешь, как родилась? Вот у всех дома есть куча вещей. Ну, вот набор, да, наших, которые вот мы носим. Мы их очень иногда странно комбинируем, потому что, не стилисты мы все. И была идея, в твоем случае, наверное, это прям в приложении можно интегрировать, что берешь телефон, фоткаешь всю свою одежду, которая у тебя есть дома, и эта нейронка потом анализирует по цветовым предпочтениям, и ты вот из твоей одежды, которая дома, нажимаешь просто рандом, оно чик-чик-чик соединяет тебе и показывает тот лук, который ты можешь одеть на себя, и он будет хорошо на тебе классно смотреться. А в случае с еще площадкой, которая чем-то торгует, то всегда сбоку может быть дополнение. Условно, у меня там вот эта футболка, они говорят, слушай, под эту футболку прикольно вот этот пиджак, и вот такие вот мокасины могут пойти вот к этому образу, и сразу можно их как бы накинуть. То есть создаю своего аватара внутри, и вот каждый день могу по-новому комбинировать ту одежду, которая у меня есть, всегда выглядеть, по-другому, не так, как вчера, при этом вот там буквально из 20, так скажем, SKU, которые есть в моем гардеробе. Мне кажется, идеально может соединиться с твоей площадкой. Это гениальная идея, и на самом деле мы планируем такую штуку интегрировать, но уже не просто на основе маркетплейса, а на основе суперэпа, в который мы идем. Потому что почему чат GPT родился, да? Опять-таки, переизбыток информации. Люди настолько перегружены, что нужны простые решения. Да? Все там в одном окне, как говорится. Через один промпт, через один запрос. И в данном случае мы движемся тоже. Marketplace — это просто первый шаг, а дальше мы уже начали работу по интеграции других сервисов, которые сюда включатся. Фэшн, ребят, это настолько огромная индустрия в Эмиратах и в Сауди, потенциал ее огромный. Уже сейчас, да, вот я сказала, что там почти 13 миллиардов долларов рынок e-commerce Эмиратов. Просто ты же сказал про фэшн. Разместим их мишек у тебя? Давай, на платформе? конечно. Не смог не удержаться, не спросить почему-то. Даже только сейчас подумал, кстати. Я думаю, что они будут очень крутые, особенно если ты расскажешь их историю. Да? И эта история тогда будет не просто продажа товара, а это будет уже про смысл. Не так и есть. Да, супер. да. Все. Вот. Рекламная интеграция вошла в чат незаметно. Получается, что все идет в такую уберизацию и упрощение. И мы начали на базу Marketplace интегрировать разные решения. Например, у нас гроссери появилось. Что вы понимали, у нас теперь можно купить копченую скумбрию, докторскую колбасу. В Дубае. В Дубае. Секундочку. Это прям проблема в Дубае, я тебе отвечаю. Тушенка есть? Тушенка есть. Тушенку А еще невозможно найти. перловка, овсянка и консервы. Офигеть, просто тушенку реально. Но это продукты такие, типа вот для конкретных Они целевых аудиторий. Да, что, да. это классно, да, Да, этнические, да. что если вот там условно 1 миллион русскоговорящих живут, кто эти продукты употребляли у себя, конечно, Это там просто сгущенка, тушенка. Слушай, я когда зашел в Дубай магазин, я удивился, когда увидел помидоры дядя Ваня, Uncle Ваня они там Да, называются. и огурцы. И огурцы, Uncle Ваня. 2-литровую банку я покупаю каждые 2 недели. При этом я когда тебе сказал, ты это, знаешь, вот мы с тобой были, их еще не было, я их искал, короче. То есть года 1,5 назад их еще не было. Они вот недавно. Теперь есть. Теперь есть, я Новый. знаю, да. У вас тоже есть, да? Да. Класс. Они просто в магазинах есть, сейчас продаются, в обычных, при домовых, так сказать, маркетах. Но тушенки нет. Это прям боль. А что насчет розовых помидоров? Я помню, в какое-то время Леня хайпанул на розовых помидорах, да, узбекских. И мы нашли нескольких поставщиков, которые прям возят узбекские вкусные ароматные помидоры. И многие люди за этим приходят. Я сама покупаю постоянно. И, конечно, их когда попробуешь, вот эти в сравнении с какими-то вот этими резиновыми, вот эти мясистые помидорчики, конечно. Это все про нишевание, и когда ты находишь вот такие вот сегменты, да. Говоря про суперэп, мы, например, тот же самый гроссери будем выделять в отдельный сектор. Тот же самый фэшн, который сейчас занимает больше 35% доли рынка, 4 миллиарда долларов, ребята. 4 из 13, понимаете?
Мы тоже будем выводить в отдельную историю и туда же подключать вот лайв-стриминг, туда же интегрировать такого умного стилиста, потому что для, действительно, и девушек, и парней, но, наверное, больше девушек, это вещь такая, которая будет супер ходовая, потому что ты смотришь, что подойдет, вот как ты говоришь, с моим таким верхом, да, какой низ, как я могу эти образы капсулами сочетать, и, не знаю, там, из 5 вещей сделать, там, 20 образов. 20 образов. Да, и это реально очень круто. Причем это в том, что человек туда каждый день заходить будет. То есть я каждое утро перед тем, как выходить из дома, каждый день, выходя утром из дома, я буду думать, что одеть, и я туда каждый день буду заходить, даже не... А ты все равно по инерции что-нибудь купишь. Это Слушай, вот трафик. Мы сейчас так будем фантазировать, это скоро реально будут эти Джарвисы, голосовые помощники, ты просто просыпаешься, 100%. говоришь, так, что у меня там сегодня, давай мне это то сделай, ты подключаете все умные дома, заказываете что-то с маркетплейса, там, это что-то Я делает. еще думаю, зеркало сделают, знаешь, которое ты подходишь, оно тебя считывает, и ты прям на зеркале руками махаешь. Такое зеркало уже, во-первых, есть. Такое зеркало есть, оно в некоторых магазинах. Не, я веду, что оно в магазинах, а я тебе вот прям массово вот когда оно у тебя в доме, то есть ты прям вот... Это будет отдельный вид удовольствия. Это как кнопка, кто Amazon, по-моему, сделал кнопку на холодильник, на машину, порошок такой, нажимаешь, он сразу заказ улетает и тебе доставляют. Повторной покупки. Потому что сейчас время стало одним из самых важных источников, да, и наших ресурсов. Время и энергия, скажем так. А третий фактор, который, есть внутри отношений продавца и покупателя, это внимание покупателя, да. Все борются сейчас за внимание. И там, где ты не усложняешь это все, а максимально упрощаешь, даешь простые решения, не захламленные, максимально такие удобные, конечно, покупатель будет тебя выбирать и рекомендовать. Вот это вот самое важное. Есть такая крутая штука, возможно, вы о ней слышали, называется сетевой эффект. Слышали? Но не сетевой эффект в формате Oriflame, MLM и так далее. Сарафанное радио? Или все-таки именно... Сарафанное радио и сегментация клиентов. Абсолютно верно. Впервые про это заговорил в публичном поле Эндрю Чен. Это один из бывших топ-менеджеров Uber. И они прям исследовали, после того он ушел в венчур, да, там во множество компаний инвестировал, в том числе там Dropbox, Zoom и так далее. И он прям исследовал вот эту вот фишку сетевых эффектов. В чем заключается? Заключается в том, что ты находишь множество ниш, они маленькие. Это как миллион русскоговорящая аудитория, но которая активируется через тушенку, да, там узбекские помидоры и, там, не знаю, огурцы дядя Ваня, или там узбекские фисташки, понимаешь? Что происходит в этот момент? Когда ты находишь вот эти чит-ходы внутри сегмента, внутри ниши, люди начинают сами при хорошем качестве продукта тебя рекомендовать внутри этой сети. То же самое у нас происходит с индийцами. Да? Люди что-то получают, потому что я вот буквально на митап недавно ходил, и вот примерно то, что ты рассказываешь, но была как бы следующий шаг именно совмещенный с сетевым маркетингом, то есть платформа. Давай, набор косметики, да, есть вот девушка, которая там макияж делает. То есть она находится на этой платформе, как вот девочка, которая занимается макияжем, и она может прям корзинку свою собрать для тебя условно, тебе просто ссылку дает, ты покупаешь, а у нее, так как на косметику хорошая идет наценка, приходит с каждой продажи денежка, причем если ты уже перешла по ее реферальной ссылке и дальше что-то набираешь, то ей все равно приходит денежка, потому что она тебя привлекла. Но только там многоуровневая, то есть там еще как-то они ее все-таки там красиво упаковали, и вот они соединяют людей-экспертов, которые могут разбор сделать, и вот вот теперь классный вопрос. На самом деле, вот мне кажется, в бизнес-модели маркетплейсов это даже бы не воспринималось как-то плохо. Вот теперь есть реальный маркетплейс, который дает такую возможность. Если у тебя никто ничего не навязывает. Эксперт, это прикольно, кстати. Да. Да, оно на самом деле является очень важным, и главное это правильно запускать. Потому что, например, я знаю, в Филиппинах был маркетплейс, который таким образом выводил деньги в клиентов за такие рефералки, да, и их просто закрыли. А какое есть решение? Типа того, да. Серая схема. Какое есть решение? Решение есть через запуск программ лояльности, но не в классическом избитом формате, да, а вот то, о чем ты говоришь, про многоуровневую ступенчатость и на то, чтобы по максимуму замотивировать клиентов возвращаться самим, а еще приводить множество своих друзей и знакомых, клиентов. Да? Таким образом, сеть расширяется. Сейчас мы запустили первый этап внутри вот этой программы лояльности. Это реферальная программа, где ты можешь привести друга, и с первой покупки, собственно, как тебе придет классная скидка, ему придет классная скидка. Дальше мы это выводим в V-баллы и начинаем... Как в Петербурге был E-балл,
Да-да-да. Каждому по Е-баллу. У вас Ви-баллы. Нас тоже забавляет это название, но суть реально очень крутая, потому что каждый раз, покупая что-то у нас на маркетплейсе, ты будешь зарабатывать Ви-баллы. Каждый раз, когда ты приглашаешь друзей, ты зарабатываешь Ви-баллы. Каждый раз, когда ты будешь пользоваться сервисами внутри суперэпа, да, неважно, это там такси, каршеринг, еще что-то, ты будешь зарабатывать Ви-баллы, которые ты сможешь использовать внутри нашей экосистемы. Простите, последняя шутка. Каждому по Ви-баллу. Кто подпишется на наш канал и перейдет внизу по ссылочке на приложение. Я закончил, простите. Слушай, давай еще поподробнее поговорим про инвестиции, про то, как вы фандрайзили. Нас смотрят все-таки инвесторы. У нас канал изначально про венчурные инвестиции. Возможно, какие-то владельцы фондов будут заинтересуются твоим стартапом и захотят проинвестировать. Это такая, чек $10 миллионов. Извините, пожалуйста, только такими чеками. Короче, как ты фандрайзил? Что вообще ждет инвесторов? Просто когда мы с тобой беседовали, ты говорил, там, вы до миллиарда там хотите добежать в ближайшие года. Я бы тут еще, знаешь, затронул тему, потому что мы вот когда с Леней встречались, он говорит, что, ну, ребят, вы же понимаете, что дубайские инвесторы — это мы с вами. Вот интересно. А вот здесь, кстати, отдельная совершенно история, да, потому что у них совершенно разные инвесторы, что у Лени, что у Насти. Да, разные. Давайте расскажу про историю. Но мы стартанули нестандартно. Да? Частый кейс у стартапов — это есть классная, крутая идея, есть жгучая энергия, ты собираешь питч, финансовую модель, и дальше ищешь ангелов, которые тебя поддержат. Мы начали не так. Больше $1 миллиона мы инвестировали самостоятельно на старт. Да? То есть в момент, когда мы начали фандрейзить, у нас уже был продукт, да, вот можно сказать, в MVP-версии. Соответственно, прошел, ну, наверное, год после того, как разработка там началась, да, ну, даже не разработка не началась, а сперва мы там прорисовали там бизнес-модель и так далее, и так далее. Это было до еще моего прихода в партнерство с вот моими кофаундерами. Ребята начали там собирать команду, простраивать модели и так далее. Но на тот момент они планировали идти на российский рынок. В декабре 2021, получается, года, когда я присоединилась к моим партнерам, я эту махину целиком развернула в Межнар. После того, как мы собрались в международный рынок, у меня вот моя подруга, она один из партнеров в инвестиционном фонде, и она сказала: Настя, первое, вы делаете все правильно, второе, она помогла, кстати, задать вектор стран, которые нужно посмотреть, и это было реально очень круто. После того, как мы зашли на рынок Эмиратов, в феврале 2022 года мы привлекли уже первые такие внешние инвестиции, $1,5 миллиона при, ну, довольно-таки хорошей на тот момент оценке, $15 миллионов. До первого привлечения своих денег же тоже, наверное, вложили? Больше $1 миллиона, да. Миллион, да. И в данном случае у нас это оказалось очень большим преимуществом, потому что это была не просто идея, а это уже был готовый продукт с готовой командой, причем очень крутой, профессиональный, экспертный. Вот. После этого мы ушли в долгий путь привлечения инвестиций. Мы искали свою стратегию правильную и модель, потому что, ну, как ни я, ни Олег, мы никогда в жизни инвестиции не привлекали. И, возможно, это нам и помогло. Незнание правил. Там, где нам все говорили... нельзя было, мы сделали. Да. Нам все говорили: сейчас инвестиционная зима, да вы не привлечете инвестиции, большими чеками никто не вкладывает. Да. И ну, мы просто как делали, как фанатики, веря в то, что мы делаем, да, и что мы просто найдем и своего инвестора в том числе. И так, ну, у нас проявился наш путь и наша стратегия инвестиций. Мы не пошли в, например, маленькие чеки, да, и... Вы их изначально отсекли? То есть, если к вам кто-то приходил, такие $50 тысяч, вот у меня возьмите, или 100, вы такие, типа, нет, сорян, да, у нас был очень большой... давай обсуждать, меньше не идем, да? У нас был очень большой спор с моим партнером, там, где я сказала: я хочу привлекать большие чеки, и я хочу свое внимание уделять не на фандрайзинг, а на развитие продукта, на рост клиентов, на развитие стратегических партнерств. Привлечение инвестиций и деньги становится следствием правильно простроенного вот этого пути. Качественного продукта, найденной своей аудитории, да, правильного УТП, времени, места, партнерств и так далее. В данном случае мы, как в итоге, вышли в такую какую-то гибридную модель, потому что какие-то небольшие чеки, там, $100 тысяч, $300 тысяч мы тоже привлекали, да, но при этом у нас крупный
именно раунды закрывались большими чеками. Да, вот там самый первый был 1,5 миллиона, когда мы только стартанули на этом рынке. Затем через год и 3 месяца, кажется, да, это был раунд на уже $4,5 миллиона, да, и эта история нам помогла, правильно здесь двигаться. Да, вот мы, например, мы задроты того, что нужно клиентам. Мы очень много исследуем. Вот буквально позавчера мы выпустили собственные исследования по тому, что покупают в Эмиратах, да, как часто нужно, какие там бренды, какими площадками пользуются и так далее. Зачем это нам все нужно? Это нужно для того, чтобы максимально хорошо понимать клиента. А в Эмиратах это самый сложный рынок, ребят. Вот у нас только на одной нашей платформе больше 20 этносов покупают, понимаете? При этом русскоговорящих 5 или 6%. Понимаете? И в данном случае нужно постоянно идти в понимание, что покупателю нужно. Вот, соответственно, возвращаясь к инвестиционной стратегии, я была все-таки адептом того, чтобы привлекать крупных инвесторов, которые будут помогать, а не мешать. Да? Потому что мы собрали очень мощную команду. Это ребята, которые строили аналогичные сервисы и в маркетплейсах, и в логистике, в e-commerce, в Яндексе, в Wildberries, в Озоне, в Купивипе, в Сбере, Мегамаркете и так далее. Да? И получается, что рынок непростой. Его нужно постоянно взрывать с точки зрения того, что ты ищешь хаки. Потому что, как я сказала, идти в прямую конкуренцию с мастодонтами не вариант. Мы идем в нишевание. Мы ищем множество ниш. Таким образом, знаете, как есть идеальная система биологическая, максимально эффективная биологическая система – это соты. Принцип сот. Вы же знаете, да, что соты шерят стенки, да, с другими сотами. Ты таким образом максимально оптимизируешь ресурс. Мы сделали то же самое. Мы пошли по стратегии, первое, привлечение больших чеков инвестиций, второе, по стратегии партнерств. Так мы, например, запартнерились там с Ялой или с крупнейшими дистрибьюторами типа Grand Store, затем DNP, это одни из крупнейших там своих нишах, да, соответственно, там электроники, затем нутрициологии БАДов и так далее. Вот. И мы понимаем, что, идя по вот этому пути, создавая в первую очередь технологию, которая быстро масштабируется и растет, без необходимости капиталоемкого, не знаю, там, вложения в стоки товаров, которые вот этим лонгтейлом у тебя лежат на складе годами, и потом в распродажах ты всю свою маржу сливаешь. Затем там открытие складов. Мы просто сказали следующее. У нас Golden Store, мы не идем в большие склады. У нас, например, там самый большой склад на 500 квадратных метров. Их сейчас 3, которые обслуживают все Эмираты. При этом мы понимаем, что в первую очередь, создав такой бизнес, который в Эмиратах станет прибыльным в итоге, мы создаем такую махину, которая начинает сама себя кормить. Почему это важно? Это важно, потому что, например, местные инвесторы, они тоже смотрят не только в капитализацию. Все хотят единорога. Это уже ни для кого не секрет. Но вы же знаете, да, что единороги – это те, которые выросли очень быстро за 5 лет, и там есть инновационная модель потребления, да, там, где ты вот эту историю дизраптишь. На самом деле не надо упарываться в это. Надо построить бизнес, который быстро растет, и он устойчиво растет. Не так, что это вздулось, да, как крипта, а потом очень сильно волатильно, понимаете? Мы поняли следующее. Мы играем в долгую, поэтому нам нужно совместить и сделать гибридную модель, найти вот тот самый баланс, да, там, где мы и инвестиции привлекаем, но в такой среднесрочной перспективе мы бизнес в Эмиратах хотим вывести на операционный плюс. Да, и те же самые наши инвесторы, они понимают, что ага, супер, я могу здесь рассчитывать и на свои иксы, да, и на, собственно, как даже где-то и дивидендную модель. Венчурная кэш-коу. Все верно. При этом Сауди отличается от Эмиратов. Сауди будет венчурной историей, и там выход на операционную прибыль будет гораздо дольше. Но рынок сильно перспективнее, потому что ты там можешь быстрее занять свою долю, так как конкуренции еще нет. Конкуренции еще нет. Сколько вы получаете сейчас на данный момент? Уже? Сейчас $7,5 миллионов, которые фактически зашли, и сейчас мы закрываем... Сколько времени? За 2,5 года. Вот. Тоже все большими чеками, да? Там 1,5 миллиона, 2, 3. Ну да. И сейчас мы закрываем еще сделку на $10 миллионов уже от локальных стратегических инвесторов. Скоро будем делать пресс-релиз. Сможете тоже как порадоваться. И какая оценка будет при раунде в 10 компании?
при заходе в 10 миллионов это 40 миллионов долларов. Это вообще, это настолько вкусно, просто пипец. А на IPO вы когда планируете? Ну, есть какой-то вот горизонт Смотри, мы событий? сейчас этот вопрос изучаем, да, как 3-5 лет. Сейчас вот диапазон такой, нужно смотреть в зависимости от факторов. Мы не знаем, как мы пойдем в Сауди. Потому что на IPO выводить нужно Саудовскую Аравию. Это очень быстро растущий рынок. Да, Тем более там строят сейчас всякие неомы города. Вот неомы, абсолютно верно. Самый важный момент, здесь мы еще не определились, выводить ли Эмираты отдельно на IPO или нет. Или оставлять ее там в какой-то среднесрочной перспективе, какой-то дивидендной истории, которая сама себя кормит, а еще и там финансирует запуски других вы, рынков. Получается, как компанию разделять будете? То, что у нас уже Дубай, структурирование, то, что Сауди? У нас уже структурировано сделано следующим образом, что у нас в Абу-Даби Global Market, EDGM, сформирована материнская компания, да, куда, собственно, наш стратег и заходит. Эти инвестиции мы направим на развитие, разработку суперэпа, да, и технологические решения. Внутри материнской компании у нас есть вот эти вот региональные холдинги. Да, есть сейчас холдинг эмиратийский с 2 пока что операционными компаниями. И такая же структура в этом году появляется в Саудовской Аравии. Холдинг Сауди и 2 или 3 операционные компании. Остальные рынки, здесь мы принимаем решение. Скорее всего, туда мы пойдем не собственными операциями, а пойдем в формате каких-нибудь СПшек, да, потому что рынки не такие большие, и все равно фокус внимания, он у тебя, должен быть направлен на ключевые направления. Для себя мы определили, что это Эмираты и это Сауди. Остальное мы будем развивать либо по формату СП, либо франшиз, либо, может быть, даже SaaS. К нам сейчас приходит множество запросов, буквально даже недавно там с ребятами из Яндекса общались, они говорят, есть у нас те крупные игроки, которые хотят запустить свои нишевые маркетплейсы. Готовы продавать софтину? Это перспектива 2025 года. Сейчас мы все-таки сконцентрированы на самом основном. Это рынок Эмиратов, маркетплейс и плюс суперэп, и затем это Саудовская Аравия. Структура выглядит таким образом. Но при этом какие возможности это дает? Это дает возможность стратегию развития рынков выбирать независимо от единой политики. Да, там, где ты понимаешь, что, окей, Сауди можно дисраптить и вливать туда деньги, чтобы быстрее занять долю рынка, да, и быстро нарастить капитализацию, да, и как следствие выйти в IPO, да, потому что ты идешь в такой быстрый скейл. А Эмираты, они могут идти своим сценарием. Либо это тоже может выводиться отдельно на публичный рынок, но это как раз открытый вопрос. Так, если кому вдруг интересно проинвестировать, мы, может быть, договоримся. Мы каким-то образом, я не знаю, получим свою небольшую аллокацию. Если кому-то интересно, вы можете написать Роману. И может, скажет, можно в комментариях плюсики ставить, чтобы плюс и сумму, да. Хочу и сумму, а мы прикинем, брать для вас или не серьезно, брать. я сам даже на самом деле хочу зайти. У меня, правда, нет столько денег, 10 миллионов долларов, но каким-то маленьким чеком я бы зашел, на самом деле. Ребят, вы классные. Да. И на самом деле это важно. Илью Криворота вы, наверное, знаете. Илья Криворот был SEO Республик, сейчас он тоже в венчурном, кажется, фонде, он в Эмиратах живет. Он сказал такую фишку, говорит, знаете, как инвестора нужно подбирать, фаундерам, а потом сказал, что формула такая же, как инвестору подбирать фаундеров. Если вы готовы каждый день встречаться и пить чай с человеком, говорят, это просто залог того, что вы можете в долгую пойти. Да, и вопрос доверия в том числе. Пойдем. Тут важно понимать, что те люди, которые идут с тобой, они понимают, куда они идут, с кем идут, и что они идут в долгую. Что это не история купи-продай, да, а это четкое понимание, осознание. Купи сейчас, продай попозже. Да. И это все равно такая стратегическая инвестиция. И самый важный момент, вы говорите, там, все идеально, ни хрена не идеально. Это история, когда мы каждый день решаем множество вопросов для того, чтобы как двигаться своим путем. Но самое важное, что отмечают даже крупные компании, которые с нами сейчас партнерятся, они говорят, ребят, вы такие молодцы, вы за эти 2 года свой вектор не поменяли. Вы как движетесь, как локомотив, вы продолжаете двигаться туда, да, и получается не все так быстро, как хотелось бы, к сожалению, потому что нужно, понимать специфику рынка. Просто у стартапов, пивотов штук 20 за их начальник. У нас был один, когда мы решили как не в 1P-модель двигать, а в 3P, и сейчас у нас уже 60 с чем-то процентов это товары не наши, а партнерские. То есть 70 тысяч из 80 тысяч SKU уникальных – это товары партнеров.
да, это продавцы, это аутлеты, это бренды, дистрибьюторы. И это классно, да, потому что мы, объединяя, очень сильно усиливаем и себя, и наших партнеров. А так как мы, спасибо нашему советнику Жене Шпелину, это бывший коммерческий директор Яндекс.Маркета и советник Сбера, Мегамаркета. Охренеть у вас команда, конечно. Ну, это в хорошем смысле. Да, я тоже ими горжусь. Он нам своевременно посоветовал и говорит, не идите в эту бойню. Посмотрите на модель Target Plus в Америке. А что сделали ребята? Ребята пошли по модели Invite Only. Что это значит? Это значит, что продавцы, которые приглашаются на площадку, они приглашаются в лимитированном количестве. Это значит, что внутри категории у тебя не тысячи продавцов, с которыми тебе приходится конкурировать, а у тебя там десятки продавцов, да, или там даже где-то в каких-то категориях единица, да, как, например, с узбекскими помидорами. Их двое у нас. Да. И получается, что и сам продавец заинтересован в том, чтобы заходить к нам, и мы можем так лучше проконтролировать качество. Потому что, когда у тебя, орава 20 тысяч селлеров на платформе... Качество тяжело, да. В Яндекс.Маркете у нас был целый Максим Дятлов с службы контроля качества. Прям целый? Легендарный. И они прям отсекали. Это были постоянные контрольные закупки. Они приезжали к продавцам. Это была история вот постоянных проверок. Ну, потому что вопрос на маркетплейсах, ты продаешь оригинал или фейк, да? Как ты можешь это гарантировать? Постоянно проверяя. Когда у тебя 1000 этих партнеров, это сложно. Когда ты работаешь там со сотнями, это уже другое дело. И здесь мы тоже просто для себя правильную стратегию выбрали, и она выигрышная и для нас, и для самих продавцов. Что бы ты порекомендовала, какую стратегию для сейлеров, для разных e-com платформ? То есть какая модель? Потому что ты правильно сказала, огромное количество их появляется, где-то там они тысячами заходят, и просто там, битва, чтобы твой товар заметили, где-то вот как у тебя стратегия, то есть их будет меньше, но, видимо, они будут биться к тебе в дверь, стучать, чтобы вы пустили их на платформу. Как им сейчас правильнее развиваться, вот на твой взгляд, как человек, который создает именно платформу? Смотрите, рекомендация селлеров, неважно, на какую они платформу заходят, это сперва четко определиться с бизнес-моделью. Да? Вот есть такая штука, можно ее загуглить, называется Lean Canvas. Давным-давно, все, кто там MBA проходил и так далее, знают, что есть просто классическая канва Астервальдера, да, а есть новая модифицированная модель, там, где есть, очень крутые фишки. Например, какое у тебя есть преимущество убийственное, которое твои конкуренты быстро не повторят. Да, вот какие вот фишки, которые тебе, собственно, помогут. И связи в Госдуме, например. А ты трусами торгуешь. Они прям... Да, мальчицы. Да. Или же, например, early adopters – это твои ранние пользователи, да, там, где ты можешь сказать, что окей, вот тут ниша. И селлерам важно понимать, кто клиент, кто покупатель. Дальше ты анализируешь, кто конкуренты, и ты говоришь, что а почему мои предложения не будут лучше. И сейчас в эру, повторюсь, когда все борются за внимание покупателя, важно выделяться, в том числе визуалом. Как будто это все, знаешь, обезличено. Вот мне интересно понять, потому что, как селлер, не знаю, пуховики, например, люди делают. Что ты там, нитки покачественные, чуть покачественная фурнитура, но дальше-то что? Ты заходишь, у тебя все фоточки, они одинаковые. Опять, две модели. Ты идешь, делаешь что-то обычное, как и у всех, а второе, ты делаешь что-то уникальное, типа свой бренд, который тут ты уже что-то делаешь. Либо третья модель. Ты вообще делаешь... не идешь нахрен туда. Делаешь свой ленд и гонишь на него трафик. Это четвертая модель, да. Третья модель, она, наверное, такая гибридная, когда ты можешь совмещать и уникальные товары, таких мало на самом деле, да, и то, что пользуется спросом. Ты делаешь такой гибрид, и ты понимаешь, что окей, хорошо, я обычный товар, который продается, у сотни конкурентов моих, но я его по-другому показываю. И если мы говорим не про рынок России, в России действительно с этим сложно, про рынок Эмиратов, там продавцы, ребят, если вы знали, какие иногда фотографии выкладывают арабские продавцы или индийские в Эмиратах, это просто кошкины кровавые слезы. Во дворе вот так вот на фоне кирпичной стены, на пятый фон. И на самом деле, если продавец на рынок Эмиратов заходит в том числе с качественным контентом, с инфографикой, все, как мы в российском e-коме любим, да, это тоже может сработать. И хорошо может сработать история вот таких вот авторских вещей. Допустим, вот у нас есть сеть клиентов, это арабы. Арабов нужно удивлять. Да, при этом они, тоже довольно-таки экономные, несмотря на то, что денег много. И они, например, любят коллекционировать.
Вот сейчас мы стали заводить какие-то коллекционные товары, типа, например, там, коллекционных ручек и так далее. Для чего это все нужно? Для того, чтобы ты мог активировать вот эти вот сети. И когда ты селлер, когда ты продавец, заходящий на любой маркетплейс, первое, с чего тебе стоит определиться, это с бизнес-моделью, как я сказала, внутри которой есть твоя целевая аудитория, ты говоришь, я вот в этих таргечу. Дальше ты их максимально изучаешь, и ты говоришь, а почему я, кто на этом рынке играет, и почему я буду лучше их, почему буду выбирать мои товары. Идти в демпинг – хреновая история. Поэтому нужно отличаться другим. Для чего мы лайвстримы запускаем? Для того, чтобы у продавцов была возможность донести смыслы, что они продают. Они продают не товар. Это как величайшее открытие предпринимателя – психолог. Я долгое время к ним не ходила, а потом пошла и выстроила работу по формату agile и спринтов. После психолога. Психолог рассказал. Такой современный психолог. Слушайте, я вижу, вам agile нужен. У вас все хорошо. С головой нормально все? С папой, с мамой все хорошо, agile не хватает. На самом деле, я думаю, что для многих это может стать открытием, потому что, знаете же, вот эти мемы, когда ты такой лежишь у психолога и говоришь, я хочу поговорить об этом. Нет, это не так. Все зависит от тебя. И я пошла, например, к психологу 1,5 года назад. Был тяжелый период, фандрайза в том числе. Да. Когда я пришла и говорю, вот мои там цели на год вот такие. Мы заключили с ним словесный контракт, дальше расписали это по спринтам. Каждую неделю, а потом каждые 2 недели я к ним приходила с конкретными там вопросами, задачами, которые есть, и там с чек-листом, что я делаю по итогу. Если вы вот так выстраиваете работу, это мощный инструмент, который помогает вам, первое, структурировать, да, потому что часто я ответы сама проговаривала. Ну, важно, чтобы тебе человек тут помогал координировать. Вот. Второй момент – это инсайты, которые ты получаешь через как будто бы обстукивание об человека. Но профессионального, который не говорит тебе свои рекомендации, а тебя выслушивает, а задает потом правильные вопросы. Угу. И одна из сессий стала крутым открытием, которое сподвигло к лайвстримам. Мне сказали следующее. Настя, ты пойми, за товар торгуются, а за смысла нет. Это вот как история с твоими мишками. Ты же продаешь не просто кулон, ты продаешь смысл, якорь, который ты туда закладываешь. Да? Это про определенное состояние. Но ты ни хрена не можешь это передать через картинку. Просто, знаешь, не знаю, это твой сайт или маркетплейс, неважно. Да? Но когда ты как основатель этого, когда ты как создатель этого, как дизайнер, да, доносишь этот смысл, уже человек смотрит на это как на не товар. Понимаешь? И вот поэтому искать вот такие вот фишки через какие инструменты типа лайвстримов или через блогеров, когда ты заходишь на рынок, да, и начинаешь свой бренд интегрировать. Тебе нужно искать комбинации. К нам очень многие продавцы из российского и СНГшного рынка приходят и говорят, давайте мы будем продавать у вас на маркетплейсе нашу, например, белорусскую косметику. Вот. А мы понимаем, что если они зайдут просто к нам, это просто будет потеря их времени, нашего времени, и, скорее всего, не приведет к результату. Почему? Потому что бренд не знают. И это всегда при заходе нового игрока на рынок такая комплексная работа. Тебе нужно, как с бизнес-моделью, определиться с аудиториями, а дальше сказать, окей, а какие у меня каналы дистрибуции? Маркетплейс – это всего лишь один из каналов. Да? Тебе важно качать где-то прямые продажи, тебе важно наращивать бренд awareness, чтобы люди о тебе узнавали. Блогеры – это вот, действительно хорошая история, которая сейчас очень сильно популярностью большой пользуется, и даже поддержкой на стороне той же самой Саудовской Аравии. Вы же знаете, да, что Сауди какое-то время назад, 3 года, да, была закрытой страной. А сейчас они прям специально завозят туда футболистов, блогеров. Они же это купили. И сопровождают это, да. Господи, красавчик этого футболиста. Я забыл, Роналдо? Месси? Роналдо, да. Роналдо рекламировал Талабат. Вот в такой позе. Ты тут разделяешь все-таки тех, кто производят и работают над брендом, и те, кто, не знаю, из Китая футболки заказывают, и их вот можно классно упаковать. Конечно, десяток, двадцаток, сотня одинаковых футболок, и вот они все вот так вот перед тобой, и ты нужны просто фишки, только на цену ребят, смотришь. Нужны фишки, причем они действительно, казалось бы, в мелочах, но все из мелочей строится, да. Вот, например, фишка с нашим гепардом – это реально настолько классная вещь, что люди влюбляются. У нас вся команда влюбилась в этих гепардов, да. Сами покупатели, клиенты, мы даже начали печатать гепардов на листовках. Вот у нас есть, например, мультикупон, где мы там даем скидки на разные категории. До этого мы отправляли обычный мультикупон. И мультикупоны с гепардами, они перформят гораздо лучше.
Ну, то есть там конверсия сильно больше. И получается следующее, что когда ты вот эти вот фишки делаешь, важно и содержание, и упаковка. Важно то, как ты это доносишь до клиента. Поэтому, ну, селлеры, которые заходят, неважно, со своим брендом, с ресейлом, да, им важно вот эти вот фишки находить. И важно смотреть не просто на Amazon, как, окей, нашли аналитику, пошли это протестировали и так далее. Нет, надо вжиться в роль клиентов. Надо понимать, кто твой покупатель и чего ему нужно. Вот это вот самое важное. Повысилась ли конкуренция и усложнился ли вход на этот рынок? Ответ – да. А можно ли туда войти? Ответ да. Нужно ли? Нужно ли? Да, здесь зависит от, да, потому что вот мы, когда говорим про какие-то, ну, такие товары премиальные или люксовые даже, индивидуальные, то там я бы рекомендовала маркетплейсы рассматривать как дополнительный просто источник, который можно потестить. Но по-хорошему лучше бустить собственные продажи, да, потому что это все-таки другой ценовой сегмент, ну, либо заходить на платформы, которые на там люксе и премиуме специализируются. Вот. При этом мы вот сейчас, например, внутри суперэпа рассматриваем такую фишку, как одна из тенденций. Сейчас многое движется в сторону ESG-повесток, да, там, вклада социального в окружающую среду и так далее. Да. И второе – это осознанного потребления. Сейчас мы, например, начали проработку запуска модели Preloved на нашем маркетплейсе. Это когда ты можешь купить какую-то вещь, да, там пару раз ее поносить, дальше ее сдать, и она будет в отдельном просто разделе высвечиваться, где ты можешь купить какой-то классный бренд, который, например, там хотел, но там денег было жалко. И здесь, получается, вот эта тенденция, она реально классная, потому что недавно то ли H&M, то ли Zara запустили pre-owned fashion под fast fashion, под очень маленькие ячейки, понимаете, и то, что, ну, казалось бы, быстро выходит из моды. Ну, но типа, они просто вот хакнули эту историю. Поэтому это еще один тренд, который сейчас начинает нарастать, да, ну, собственно, как... А решений прям суперкачественных нет, и это большая Короче, ниша. шеринг одежды, я где-то тоже читал Либо отдельные шеринг, кейсы, да. что просто вот есть там платье, ты понимаешь, что ты один раз его, вот оно тебе надо, Арендная чтобы история. сходить, и Абсолютно ты его верно. оп, и Да. как бы, и просто там на долгосроки. После химчистки оно в хорошее, ты просто берешь, куда тебе надо, поносил и отдал. Все, и заплатил там какой-то. Где-то еще сейчас там, по-моему, делают по подписке там тоже одежду, что у тебя там ты одну взял, Боксы потом прям другую, приходят потом к тебе. другую, потом Да, другую. Ты да. меняешь просто и отдаешь. Слушай, вот это такие расходники, как носки и трусы. Это вообще идеально, что какие-то подписки такие просто приходят. Добби свободен. Да. О, новая коробка. Причем такая рандомная, это анбоксинг. А какие у меня сегодня носочки будут? Да. Сегодня у меня господи. Да, это прикольно. Затронем тему того, для тех, кто вот планирует, как ты, e-com открывать. Прям в Мене, вот в Дубае твоего конкурента. Вот эти вот, знаешь, как сказать, по-хорошему отбитые, отмороженные, бесстрашные, слабоумие и отвага. Кто такие? Так, e-com, хочу платформу, и туда пойдут. Хотят идти. Что бы ты сказала, твое мнение? Это моя зона, не лезьте сюда. И такая-то... Там, не знаю, топ-3 каких-то самых важных аспектов, на что обратить внимание. Или вообще скажешь, ребят, ну... Готовьтесь биться не на жизнь, а на смерть, если идете в этом направлении. Со мной. Нишевание. Это, наверное, первое. Что это значит? Это значит, что не надо идти тягаться с теми, у кого селенок сильно больше, а бабок тем более. Ищите свои ниши, да, в чем вы, собственно, хороши. Второй совет – это объединение и партнерство. Не пытайтесь делать все самостоятельно. Все, кто пошли по этому пути, давно сдохли. Ну, это так, да. И мы все помним вот эту притчу про прутья и веник, когда один прутик тебе легко сломать, а когда это веник, это история, которая объединенная. Вот. И третья вещь – не важно что, важно кто. Важно, с кем вы это строите. Если у вас есть просто идея, горящие глаза, супер там, заряженная энергия, но у вас нет команды, которую или понимания, как вы эту команду привлечете, можно даже не начинать. Потому что это core, это основа.
крутая команда сделает тебе любой бизнес, да, вылезет из любой жопы, простите меня, да, и будет максимально всегда на твоей стороне, когда ты правильных людей объединяешь. Причем, когда они объединены не просто деньгами, да, за которые они приходят. Точно так же любая корпорация ее просто спокойно их перекупит, и все. К нашим ребятам периодически приходят офферы от, очень больших компаний. Но почему мы держимся все вместе? Потому что мы понимаем, ради чего мы это делаем. И это не только бизнес. И вот это вот самое важное, да, когда ты не просто хочешь построить бизнес ради денег, такой путь тоже может быть, просто он не наш, да, а когда ты вот просто всего себя без остатка вкладываешь в дело жизни, да, которым ты засыпаешь с ним, ты просыпаешься с ним, у тебя команда вся такая же, по ночам херачит, по выходным тебе пишет, да, и эта история, она вот такая. Если ты нашел таких же, как сумасшедших людей, которые верят в то, что делают, как и ты, все получится. Вот 3 этих фактора — это вот такая, я считаю, очень важная формула для ребят, которые А как вы с захотят командой заходить. объединялись? Как вот этот произошла вот эта химия, что теперь там, не знаю, офферы крутые проходят, а вы такие, типа, да мы вас еще Как уделаем, всегда, и я вас куплю в следующем году. Мне кажется, все, тоталитаризм и сектантство, все просто. Да-да-да. И паспорта. На самом деле, как Apple и Starbucks начинались чуть ли не с религии, с определенного смысла. Да, и здесь мы просто для себя заложили, что для нас самое важное. Я свое жизненное время всегда стараюсь распределять на то, что на самом деле важно. Да, Наш подкаст, например. Да, все так. Тем более в окружении ребят таких, как вы. И здесь вот эта вот история, когда мы объединились вокруг одной миссии и одной цели. Давайте по пирамиде Маслоу. Начнем с цели. Цель — построить миллиардную-долларовую компанию за 5 лет. Это очень крутая, амбициозная цель, которую мы все хотим. С точки зрения верхушки пирамиды, это наша миссия. Почему мы хотим это сделать? Мы хотим сохранять время для жизни, да, и сохранять время для того, чтобы эффективно проводить то, что мы делаем. Это касается того, как мы работаем, это касается, как мы партнеримся, это касается того, как мы взаимодействуем с клиентами. Всего касается. Это то, что очень сильно объединило и задрайвило. Внутри этой пирамиды, да, лежат такие факторы, как принципы и ценности. Например, одним из самых важных принципов является в команде свобода. Свобода проявляться, свобода творить, потому что, Свобода не работает. к сожалению, нам приходится заставлять людей отдыхать. Да. Это правда так. У нас даже у HR есть политика такая: если человек, кроме работы, ничего не знает, да, никаких у него хобби, увлечений нет, то это зона риска. Направление на новое хобби. А я объясню и расскажу, почему. Потому что стартап — это не когда у тебя все устоявшееся. Это когда у тебя чуть ли не каждый день все меняется, понимаешь? И тебе важно иметь вот эту вот устойчивую и гибкую психику, да, а ты через, например, спорт, через какие-то хобби, да, ты можешь стресс, вот этот вот, его переводить в другую энергию, в Я, правильную например, энергию. Лего начал собирать, очень успокаивает. И бесит, конечно, одновременно, но и успокаивает. Но ты таким образом строишь, потому что все, что повторяется в малом, повторяется в большом. Таким образом у тебя происходит, правильная активация. И когда у тебя люди не выжженные, да, а когда они понимают, что они делают, что они делают, да, и как они делают, они могут у тебя заряженно идти в долгую. Вот у нас, например, как мы, да, увольняем определенных сотрудников, которые к нам не подходят. Кто-то уходит от нас, но вот уходы не по нашей инициативе. Это было 4 раза за период кампании, и то по тому, что там люди, кто-то в предпринимательство свое уходил, а кто-то, просто там, кто-то кардинально сферу хотел поменять. Вы просто заранее увольняете сразу. Это важно, потому что первое время мы хреново увольняли. Это тяжелый вопрос, да. Но теперь мы стали очень быстро принимать решения, потому что мы понимаем, что это благо и для компании, и для самого сотрудника. Как там, нанимай долго, увольняй быстро. Да. Именно так. Чтобы вы понимали, как одно из последних собеседований топ-менеджера, который пришел к нам извне,
длилась 6 этапов. И мы не прогадали, потому что это было настолько верным решением, что сейчас человек просто как локомотив вот так вот прет, и я говорю команде, надо успевать только вот подкидывать топливо туда. Это важно, и вот это то, что очень сильно объединяет. Вот наша фишка заключается в том, что мы в каждом из членов команды вот этот потенциал, первое, мы его нащупываем, второе, мы помогаем его по максимуму раскрыть. Принцип пчел. Да, или принцип объединений, когда ты можешь максимально эффективно выстраивать работу, объединяясь с такими, как ты, и с теми, кто сильнее даже тебя, да, но именно вот в этой синергии ты получаешь максимальный буст. И вот это очень сильно помогает. Вот просто человечность. Вот человечность, которая есть, и она пронизывает все. Наших маскотов, наш продукт, наше позиционирование клиентов, наше взаимодействие с покупателями, нашу командную работу, наши стратегические сессии, работу с партнерами, работу с инвесторами. Вот эта история, она вот про это. Я понимаю, что, наверное, как со стороны это может как-то высокопарно звучать, но все, о чем я говорю, оно просто вот в действиях проявляется изо дня в день, да, из ситуации в ситуации. Когда у тебя иногда стоят сложные решения. Сделать так, как выгодно, или сделать так, как правильно. И ты выбираешь не предавать себя и делаешь как правильно, а потом это дает еще большую выгоду. Понимаете? Слушай, очень круто. Очень круто. На этой позитивной, хорошей ноте. Да, спасибо, что пришла к нам. Спасибо, из Дубая ребят. специально прилетела наш подкаст. Давай будем так думать. Я хочу так думать, чтобы сюда. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И у нас, все же помнят, да, что у нас как бы венчурный синдикативный фонд. И у нас есть периодические сделки. Скоро новая сделка, поэтому, чтобы узнать, когда у нас есть новая сделка, пишите Роману Исаеву. Сначала на канал подпишитесь, потому что там вы узнаете как раз информацию о новых сделках. И, возможно, о сделке, кстати, с Анастасией вы тоже узнаете. Если у вас будет много прям желающих, мы все-таки выбьем с удовольствием, локацию. да. Все, всем спасибо, всем пока. Спасибо.